Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим вот такой обалденный узор, ажурный, очень просто вяжется и очень классно выглядит. Итак, раппорт узора у нас 10 петель и 1 петелька для симметрии, почти как во всех узорах. Лицевая сторона. Начинаем мы с того, что провязываем с вами 3 лицевые петли. То есть кромочную петельку мы снимаем, провязываем 3 лицевых. Следующие 2 петли нам надо перевернуть и провязать их вместе за переднюю стенку лицевой петлей. Дальше делаем накид, 1 лицевая петля, опять накид и 2 следующие петельки провязываем за заднюю стенку лицевой петлей. Дальше так мы должны довязать до сих пор. Получается у нас в промежутке 5 лицевых петель. Дальше опять мы должны с вами 2 петельки перевернуть и провязать их вместе лицевой петлей за переднюю стеночку. Накид, лицевая, накид, 2 петельки вместе за заднюю стенку лицевой петлей и довязываем до конца лицевыми петельками, то есть 3 лицевых петли и кромочная. Все изнаночные ряды, почти все, вяжутся изнаночными петлями, поэтому на них мы особо заострять внимание не будем. Провязываем все петельки изнаночными. Следующий ряд лицевой. Вяжем 2 лицевых, снимаем кромочную, провязываем 2 лицевых. Следующие 2 петельки мы переворачиваем, провязываем их вместе лицевой петлей за переднюю стеночку. Накид, 3 лицевых петли, накид и 2 петли вместе лицевой петлей за заднюю стенку. У нас получается как бы треугольничек, да? Вот он. Дальше 3 лицевых, 2 петли переворачиваем и провязываем их вместе лицевой петлей за переднюю стеночку. Накид, 3 лицевых, накид, 2 следующие петельки провязываем вместе лицевой за заднюю стенку. Остается 2 лицевых петли и кромочная. Изнаночный ряд опять провязываем все петельки изнаночными петлями. Следующий лицевой ряд. У нас с вами получились треугольнички из 2 дырочек. 2 с одной стороны, 2 с другой стороны. Нам надо сделать еще одну. Кромочную петельку мы снимаем. Провязываем 1 лицевую. 2 следующие петельки мы переворачиваем. Провязываем их за переднюю стенку лицевой петлей. Накид, 5 лицевых петель. Накид, 2 следующие петельки провязываем вместе за заднюю стенку лицевой петлей. 1 лицевая, 2 следующие петельки переворачиваем и провязываем вместе
лицевой петлей за переднюю стенку. Опять накид, 5 лицевых, накид и 2 следующие петельки провязываем лицевой петлей за заднюю стенку. Лицевая петля и кромочная. Изнаночный ряд мы провязываем изнаночными петлями. Следующие 2 ряда мы должны с вами провязать лицевой гладью. То есть в лицевом ряду мы все петельки провязываем лицевыми. В изнаночном ряду мы все петельки провязываем изнаночными. Итак, следующий лицевой ряд. Тут у нас пойдет формирование нашего листика, или как его назвать, наверное, листик. Мы ищем центральную петельку нашего треугольничка. Вот она идет. Вот коса. Вот это центральная петелька. Мы ее держим в голове. То есть мы должны с вами провязать. Снимаем кромочную, провязываем 6 лицевых. Теперь самое интересное. В каждую дырочку, в каждый наш накид мы должны с вами продеть спицу и вытянуть одну длинную петлю. Вот так. Придерживаем нашу петельку получившуюся. Пропихиваем опять во вторую дырочку нашу спицу. Подхватываем ниточку рабочую и вытягиваем вторую петлю. Потом берем третью дырочку. Вытягиваем оттуда еще одну петлю. 3 петли. Теперь надо проделать то же самое с 3 дырочками на другой стороне. Вытягиваем длинную. 1, 2, 3. И все их держим в ручке. Вот так. Дальше продолжаем вязание. Продолжаем вязание до следующей центральной петельки. То есть это у нас получается с вами 2, 4, 6, 8, 10. 10 лицевых петелек. 1, 2. Провязываем нашу центральную петельку. И здесь опять у нас идет формирование нашего листика. Вводим в первую дырочку спицу и вытягиваем петельку. 1. Во вторую дырочку вводим, вытягиваем петельку. 2. В третью дырочку. 3. В четвертую. 4. 5. 6. И довязываем наши лицевые петельки до конца ряда. 1, 5 лицевых петель и заканчиваем кромочной. Вот так получается. Теперь переходим на изнаночный ряд. Здесь мы с вами должны провязать изнаночными петельками до того момента, пока мы не настигнем наших вытянутых петелек. У нас получается 5 изнаночных петель. Вот, 5 изнаночных петель мы провязали. Теперь ниточка перед работой. Мы должны с вами подхватить 6 вытянутых петель. Вот они. И одну следующую петельку.
То есть получается на спице 7 петель. 7 петель мы должны с вами провязать вместе изнаночной петлей и снять все это со спицы. Вот так. Дальше довязываем опять 9 изнаночных петель до следующих вытянутых петелек. Мы дошли до вытянутых петель, подхватываем их, ниточка перед работой, подхватываем их на рабочую спицу и захватываем следующую петельку изнаночную. То есть на спице получается 7 петель. Опять провязываем их вместе изнаночной петлей. Вот так. И довязываем до конца изнаночными петельками. Итак, следующий лицевой ряд мы должны с вами закрепить. То есть 2 ряда мы провязываем с вами лицевой гладью. В лицевом ряду все петельки лицевые. В изнаночном ряду все петельки изнаночные. Итак, следующий ряд. Мы должны теперь с вами наши листочки делать в промежутках между этими листочками. Вот как здесь. Так как у меня маленькое количество петелек на спице, то получается по краям неполные листочки, то есть половинистые. Я ориентируюсь так, чтобы мне не считать, сколько там петель между чего и как. Находим центральную петельку. Вот у нас здесь получается 3 петли. Здесь 3 петли, здесь 3 петли и здесь 3 петли. Но здесь 3 петли по краям с кромочными петельками. Кромочные мы не считаем, получается по 2 петли. Итак, мы берем, снимаем кромочную петельку. Дальше у нас идет центральная, мы ее провязываем лицевой, делаем накид, и следующую вот тут вот, где мы косу сокращали, вот она идет как раз, мы ее должны сократить. То есть мы должны провязать следующие 2 петельки вместе лицевой петлей. Вот так. Дальше довязываем до... Вот идет вторая коса, и мы ее должны будем соединить с этой косой, с этой петелькой, с предыдущей. В итоге у нас получается 5 лицевых петель между ними. Здесь мы делаем переворот петелек и провязываем их вместе лицевой петлей за переднюю стенку. Накид. Вот она, наша центральная коса, мы ее провязываем лицевой. Опять делаем накид, 2 петли вместе за заднюю стенку лицевой петлей. Здесь у нас идет формирование нового листочка. И теперь в самом конце получается вот наша коса длинная, да, центральная петля. Мы ее должны будем провязать лицевой, а следующие 2 соответственно вместе. Между петельками сокращенными у нас получается 5 лицевых петель. Мы провязываем 5 лицевых. Следующие 2 петельки мы переворачиваем и провязываем вместе лицевой петлей за переднюю стенку. Делаем накид, лицевая и кромочная. В изнаночном ряду все петельки изнаночные. Следующий лицевой ряд. Мы провязываем 2 лицевые петельки, делаем накид, 2 следующие петли провязываем лицевой за заднюю стенку. Теперь 3 лицевых,
2 следующие петельки мы переворачиваем и провязываем их лицевой за переднюю стенку. Накид, 3 лицевых, накид, 2 петли следующие вместе за заднюю стенку. Дальше опять идет 3 лицевых, 2 петельки переворачиваем, провязываем их лицевой за переднюю стеночку. Накид, 2 лицевые петли и 1 кромочная. В изнаночном ряду все петельки изнаночные. Лицевой ряд. Мы провязываем 3 лицевых, накид, 2 петли вместе, лицевой за заднюю стенку, 1 лицевая, 2 петельки мы переворачиваем и провязываем их лицевой петлей за переднюю стенку, накид, 5 лицевых петель, накид, 2 петли вместе за заднюю стенку, 1 лицевая, 2 петли переворачиваем, провязываем их лицевой за переднюю стеночку, накид, и остается у нас 3 лицевых и кромочная. Изнаночные, в изнаночном ряду все петли изнаночные. Теперь делаем закрепочные ряды, 2 ряда лицевой гладью. В лицевом ряду все петельки лицевые, в изнаночном ряду все петельки изнаночными. Итак, следующий лицевой ряд. Вот у нас получились наши треугольнички. Из них мы должны сделать опять наши листочки. Вот у нас идет центральная петля 1, вот идет центральная петля 2 и центральная петля в конце в самом 3. Мы провязываем центральную петлю и после чего начинаем вывязывать длинные петли. То есть 1 лицевая петля, дальше в каждый накид, начиная с нижнего, 1 вытянутая петля, 2 вытянутая петля и 3. Теперь довязываем до следующей центральной петельки. 1, 2, 3. Получается 10 лицевых петель. Теперь опять вытягиваем. Ой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующие петельки мы провязываем с вами лицевыми. То есть 10 лицевых петель. И опять вытягиваем. 1, 2 и последняя 3. Кромочную петельку мы провязываем, как всегда, изнаночной петлей. Так, изнаночный ряд. Что-то я здесь не дотянула немножечко. Надо чуть-чуть слабее делать. Вернее, побольше вытаскивать, вытягивать. Ладно, для образца пойдет. Так, последняя петелька у нас изнаночной.
изнаночный ряд. Кромочную петельку мы с вами снимаем. Дальше у нас 3 вытянутые петельки мы подхватываем и следующую после них, то есть 4 петли у нас должно быть на рабочей спице. Мы их провязываем вместе изнаночной петлей. Вот так. Дальше 9 изнаночных петель. Теперь у нас 6 вытянутых петель. И плюс следующая петелька, должно быть 7 петель на рабочей спице. Вот так, 7 петель подхватываем, провязываем их вместе изнаночной петлей, простой изнаночной петлей. Дальше опять у нас идет 9 изнаночных петель. И в конце у нас получается 4 петли, провязываем вместе изнаночной петелькой и кромочная. И в конце мы должны с вами закрепить 2 рядами лицевой глади, но я не буду провязывать, мы уже это делали. Вот такой узор у нас славный получается. Дальше повторяется узор с первого ряда и до конца. То есть провязываете 2 ряда лицевой глади и начинаете заново отсюда. Вот такой вот милый узорчик. Всем спасибо.